Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем очень короткую молитву, даже это не молитва, а скорее такое обращение к людям, даже не к Богу, а к людям. «Придите, поклонимся». Звучит она так. «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». И каждый раз совершается крестное знамение и поклон. То есть это некое обращение. К кому мы обращаемся? Придите, поклонимся. Но если речь идет о домашней молитве, а мы сейчас с вами говорим о келейной домашней молитве, то это некое пожелание и обращение мысленное к нашим родственникам, к нашим родным и близким, к дорогим нам людям. Как бы нам хотелось, чтобы они разделяли с нами радость общения с Богом. Но не всегда это удается. Да? И вот мы обращаемся как бы к ним, так вот мысленно. Придите, поклонимся. Кроме того, ведь у нас у каждого есть и почившие родственники. Да? Наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки и так далее, так далее, так далее. Ведь они не просто когда-то жили и скончались, они ведь и сейчас живут там. И, может быть, имеют дерзновение пред Богом. И мы здесь немножечко как бы и их тоже призываем. Придите, поклонимся. Они за нас пусть помолятся, а я здесь помолюсь за них. И мы вместе, едиными усты, единым сердцем, поклонимся Цареве нашему Богу, ко Христу. Имеется в виду, мы призываем поклониться Христу. Ну, разобрать слова молитвы, здесь, в принципе, все понятно. Придите, поклонимся Цареве. Цареве значит царю. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. И еще раз повторяется, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Ну, то есть, понятно, уточнение идет, что это мы именно приглашаем, призываем поклониться Христу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Каждый раз повторяется, и как бы усиливается эта мысль, и усиливается. Ну, в общем, очень короткое такое молитвенное призывание, но я вам сейчас, пользуясь тем, что оно короткое, расскажу забавный случай, который со мной однажды произошел. Но, наверное, такой случай может каждый из вас рассказать, как мне кажется. Похожий, да. Дело было в Псково-Печерском монастыре и лет 15 назад. В те времена там было не так много паломников, как сейчас, и в этой связи довольно свободно можно было войти в пещеры Богом сданные и помолиться там. И я пользовался такой возможностью, приходил туда и молился, просто молитвенное правило там читал. И вот однажды, будучи там совершенно один, а что такое пещеры Псково-Печерского монастыря? Это фактически большой-большой некрополь, там до 10 тысяч захоронений, и они до сих пор совершаются, и братские кладбища, и новое, старое, и вдоль вот по этим улицам, если идешь, вот эти вот улочки пещерные, да, то там вот прям справа, слева вот эти могильные плиты, захоронения, очень много. И вот когда я читал это «Придите, поклонимся», мысль такая мелькнула, на секундочку, а ну как правда придут.